Всем привет! Возникла необходимость сделать циркуль для фрезера, для моего фрезера Bosch. Вот, но хотелось бы чуть-чуть получше. Просто в комплект этого фрезера уже идет циркуль. Вот он в виде упора, который используется. Просто берется упор, переворачивается. И в комплекте есть вот такая вот иголочка. Просто иголочка вставляется сюда или немножко дальше. Зажимается барашечкой. И вверх ногами вставляется фрезер. И зажимается. Все. Решил сделать самодельный. И еще стандартом мне не нравится то, что... Ой. И еще стандартном мне не нравится вот это вот, как-то показать, немножко вот этот люфтик небольшой мне не понравился. Ну, в общем, решил я сделать самодельный. Использовал я в качестве направляющих эти же родные, благо он разборный. Вот этот вот упорчик. Я просто взял две фанерки. Одну потолще, одну потоньше. Это 10-ка, это 18-ка. Просто приложил фанерку. Так, это мы уберем. Просто приложил фанерку. Вот так. Отрисовал линии. И просто выставив вылет циркулярной пилы там на миллиметрик, просто вот так вот выбрал пазик, сдвигая понемножку по своим рисочкам. И подобрал глубину, чтобы когда оно прижималось, вот эта нижняя часть площадка равнялась с площадкой нашего фрезера. Далее взял вторую часть, которая потолще, опять также приложил, отрисовал линии и также только поглубже немножко выбрал. Снял эти направляющие. Вложил их в эти пазы и прижал другой фанеркой. Так, значит, у нас вроде хорошо плотненько держит, но можно чуть-чуть поплотнее, поэтому вот здесь я немножко зашлифую, уменьшим глубину, и все будет плотнее зажиматься. Дальше взял вот такие вот гаечки стопорные, мебельные, просверлил отверстия и забил их туда. И просверлился здесь насквозь, чтобы можно было зажимать барашками. 3. Почему 3? 2 это зажимает наш упор. А 3 это для иголки. У меня валялись вот такие вот барашки. Сейчас покажу. Вот такие вот барашечки под болты. Что-то уже болт не вылазит. В нем внутри уже посадочное гнездо как раз под шляпку болта. Вставил туда болт, взял шайбу и насквозь вставил и прикрутил.
Вот так. Это первый зажим. Это второй зажим для наших направляющих. Обрезал болтики так, чтобы они не вылетали далеко. Вот так. Вставил две направляющие. Зажал. Все, оно держит. Вот, правда, я хочу чуть-чуть шлифануть, чтобы еще плотнее было прижимало, так надежнее будет. И еще хочу обшлифовать стороны, чтобы все у меня аккуратненько вышло. И в качестве иголки, вот такую иголку можно было использовать. Пришлось бы вот таким диаметром сверлить отверстие. Ну и с этой стороны какую-то упорную делать изнутри шайбу и закручивать тоже барашкой. Но я поступил так же самое проще. Взял такой же барашек, только чуть-чуть меньше, но под такой же болт. И кончик обточил напильником, зажав патроном. Сейчас покажу, как я это делал. Вот он, этот болтик. Сточил кончик, зажав в патрон, потому что в шуруповерт и в дрельку мою не влазит, многовато. А в станке у меня стоит 13-миллиметровый патрон, поэтому туда шляпка этого болта проскакивает. Но зажимаю я не саму шляпку, а пропускаю шляпку дальше зажимных усиков и зажимаю за саму резьбу. То есть получается, до конца открыл, вставил болт. Вот. Дальше у нас усики сузились. Там за усиками есть пространство. Я просто зажал. Так. Оставил шляпку там за усиками и зажал. Все. Теперь у нас болт не шатается и хорошо зафиксирован. Зажали, все, у нас теперь ровненько будет крутиться. Ну, у кого есть, конечно, дрелька тоже с патроном, там 12-13 миллиметров, проскочит. Это в маленьких патронах такой болт не проскакивает. Включаем станок и стачиваем кончик напильником. Взял немножко помельче напильничек, сейчас зашлифуем слегонца и подточим немножко кончик. Вот что у нас получилось. И получается, это у нас иголка. Так же самое она вставляется. Дополнительный прижим заодно. Вот, дополнительный прижим, и отсюда торчит наша иголочка. Сделал я немножко ее под конусом, то есть она сужается на 1/10, грубо говоря, миллиметра. То есть получается, если у нас по нижней части 4,18, та, которая ближе к подошве, а выше у нас 4 миллиметра, ну 3,96. Вот так, ну 1/2 десятки. Сверлить будем четверочкой, а как раз там, где 4,2 повыше, оно плотнее, просто будет сидеть в просверленном отверстии для циркуля.
Ну, можно, конечно, и прямо сточить, ну, это кому как нравится. Вот он, наш самый простой циркуль. Сейчас мы его немножко доработаем, подшлифуем немножечко. Так, вынимаем, разбираем, чтобы внутреннюю часть подшлифовать. Так, вот, сейчас подшлифуем внутренние стороны чуть-чуть, чтобы ровнее, плотнее прижимало. И скрутим их вместе и пошлифуем еще края. Обшлифовал я, гладенько сделал, еще взял здесь, зашлифовал и немножко уголки снял. Немного придал эстетичности. Можно даже покрасить. Ну ладно, пока не будем. И вот что у нас получилось. Так. Ну, в зависимости от того, куда нам иголка нужна, ближе к фрезе или дальше немножко. Вот, зажимаем. Все, очень крепко, очень хорошо держит. Зажимаем еще и иголочку. Все, наш циркуль, самый простейший, готов. Я даже еще до конца не дожимал, то есть можно еще и плотнее поджать, но и так уже очень хорошо держит. Так, вставляем наш циркуль во фрезер, вот, и зажимаем наши барашки. Теперь смотрим, вставляем пазовую фрезу и смотрим, так как у нас центральная шпилечка, вокруг которой будет вращаться фрезер, равна 4 мм, значит мы меряем либо отсюда по краям, уменьшаем или увеличиваем на 2 мм наш размер. Также и соответственно, если нам нужно сверлить кругляшок, то мы меряем по внутренней части фрезы. Если нам нужно по размеру сделать отверстие, то мы меряем по внешней стороне фрезы. Сейчас надо показать на примере. Возьмем ДСПшку, во-первых. Вот у меня кусочек есть старенькой, бэушной. Подложим под низ, чтобы сверлить фрезой немножко дальше насквозь, чтобы ничего не попортить, ни стол, ни козла или еще чего-нибудь. Дальше берем нужную нам фанерку, досочку там или что мы вырезаем, и смотрим, где что мы будем сверлить. Взял сверло 4, просверлился. Теперь, если мы будем использовать вот такую вот иголочку, шпилечку длинную, чтобы она проскакивала через обе, и центральный кружок у нас никуда не убежал, то есть оно шпилькой будет держаться и за нижнюю плоскость тоже, и вместе с фрезером никуда не убежит. Если у нас шпилечка коротенькая, тогда надо зафиксировать центральный кружок, чтобы он не убежал. И, естественно, зафиксировать внешнюю плоскость, чтобы она тоже никуда не убежала. С внешней плоскостью гораздо проще. Ее можно зажать струбцинами, чтобы она не убегала. Потому что, когда мы фрезером будем прорезать последнюю часть, и когда освободится кругляшок, и они друг от друга могут болтаться. Поэтому лучше фиксировать.
Ну, я сейчас на примере покажу. Я не буду фиксировать центр, а прификсирую только внешнюю сторону. Прижали. И посмотрим, что у нас получится. Шпилечка у нас насквозь не проскакивает, поэтому когда мы вот так. О, шпилечка очень плотно входит. Замечательно. Все. Так, ничего не мешает. Замечательно. Вот наш конус не дает смещаться никуда. Очень плотненько вот так вот встал. Все, можно резать. Все-таки одна струбцинка нам мешает, поэтому прикручу я там саморезиком. Все, прижал я саморезиком. Еще не до конца, еще немножечко. Ограничитель помешал. Так, все, везде насквозь прорезал, остался небольшой кусочек. Если мы вот эту сторону сильно прижмем, то вероятнее всего он, конечно, не соскочит, а эта часть у нас прижата. Ну, попробуем, понаблюдаем, что у нас получится. Так, вот у нас получился кружочек, но когда я его прижал, он у нас не сместился. Но когда я выключил фрезер, он в сторону немножко дернулся. Так что вероятность всего где-то маленькая, либо здесь будет выбоина небольшая. Ну, не столь важно. Ладно. Теперь смотрите, как подровнять вот этот кружочек. То есть он у нас сейчас на оси вертится. На оси. Поэтому можно выставить фрезу на полмиллиметрика, допустим, включить, только надо сразу держать, иначе фрезой начнет его бить и он начнет крутиться. Поэтому прежде чем включать фрезер, нужно сначала прижать наш кругляшок, потом включить фрезер и потом уже только потихонечку его вращать. Сейчас я не буду это показывать без надобности. Кто захочет, так и сделает потом. Ну, либо, естественно, использовать наше центральное отверстие для центровочки. О, как плотненько сидит. Для центровочки на что-нибудь насадить, на дрельку, допустим, и вращая его можно подровнять. Но тут налицо видно, что идеально ровненько, идеально кругленько получилось. Ну вот, не знаю, что за диаметр у меня получился, может где-то и пригодится. Ну и вот наше центральное отверстие. Вот где-то вот здесь, в этом месте я остановил фрезу, но вроде не видно ничего. Ну тоже все ровненько, все замечательно. Если зафиксировать и центр, и внешнюю плоскость, то, конечно, смещаться оно никуда не будет. Когда заканчивается наш рез, то уже имеет степень свободы наш фрезер вместе с кругляшком. Поэтому барабану, я думаю, ничего не будет, потому что сама ось не дает барабану нам смещаться, ну, нашему кругляшку. А вот куда-нибудь в сторону уехать, сюда вместе с фрезером, и выбрать вот здесь какой-то небольшой пазик. Поэтому да. Вот. Значит, вердикт. Если мы фиксируем
только центр, а нам нужен вот этот внешний круг. Ну, все, зашибись. Мы здесь прикручиваем, сверлим, аккуратненький внешний круг получается, все, центр мы выкидываем. А если нам нужен только кругляшок, то ось не даст ему сместиться, в принципе. Ну, я думаю, все тоже четко, хорошо получится. Ну вот, что у нас получилось. Самый простейший циркуль для фрезера. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всем пока, до встречи.